И пусть вас не пугает настолько ярко выраженный розовый оттенок краски. Специальный краситель, который создан для осветления натуральных волос отросшего корня. Со всей головы. Целых 5 волосинок, а может 4. Мы используем вот такую вот штуку. Во-первых, эффект окрашивания сплит. Смотрите это видео вот так. Помнится, с этих волос начался наш телеграм-канал, и вы очень сильно удивились, как можно без порошка сделать такой нежный розоватый блонд. Сейчас вы это увидите на видео. Я Дима, вы на канале Папа Блонд. Поехали! Давайте разберем нашу исходную базу. Вы интересовались, как можно сделать такой цвет на волосах, если есть седина, если есть темные волоски, если есть какие-то особенности. Здесь особенностей полно. Залазим в голову. Но не в голову, но в корни волос. Наша исходная база достаточно светлая. Это 8-й уровень тона с очень большим процентом седых волосков, то есть примерно 50%. Также у нас есть такая штука, как белые височные зоны. Здесь процент доходит до 90%. Затылочная же зона, наоборот, практически не имеет седых волосков, за счет чего мы получаем более теплый оттенок на затылке, который перекрываем верхом более холодного и более светлого цвета. Сейчас мы это все немного выровняем, покрасим корни, скорректируем виски и еще после этого затонируем обязательно длину. Рецепт данного окрашивания предельно прост. Мы сочетаем два оттенка 1296 и 12.0. Это спецблонд, специальный краситель, который создан для осветления натуральных волос отросшего корня. Работаем мы на 12% окислителя для того, чтобы получить максимальную степень осветления. Пропорция смешивания очень простая. Половина на половину, то бишь 20 грамм 12.0, 20 грамм 12.96 и на 40 грамм красителя 80 грамм окислителя 12%. Вопрос 12 ряда остается только в одном единственном нюансе. Его надо обязательно хорошо вымешать. Краситель очень густой и смешивается достаточно плохо. Но это касается красителя Лонда и Велла, потому что, допустим, 12 ряд от компании Schwarzkopf смешивается прекрасно. И давайте раз и навсегда закроем с вами вопрос железного венчика. Когда вы делаете мелирование, неважно, на порошок, на пасту, на крем, на что угодно, вы используете фольгу? Используйте. Фольга сделана из алюминия, очень реактивного металла, который окисляется, и сами знаете как, алюминиевые кастрюли вечно покрываются каким-то налетом. На фольге тоже периодически образуется небольшой налет, ну и что можно сказать про медицинскую, либо нержавеющую, либо пищевую сталь? С ней не происходит ничего. Мешайте тем, чем вам удобно. Если вам хочется, можете вымешивать даже кисточкой, но это большая потеря времени и сил. По нашей привычной схеме делаем нанесение вертикальными проборами, начиная от затылка, приближаясь к фронтальной части головы. Нанесение делаем очень плотным. Количество красителя должно быть, можно сказать, даже избыточным. Только в этом случае он способен осветлить волосы максимально равномерно и придать им достаточно выраженный оттенок. При работе с 12 рядом мы всегда немного заезжаем на ранее окрашенные волосы, для того, чтобы, так сказать, дотянуть прошлое окрашивание и сделать его более чистым и более ярким. Мощность осветления у красителя не более 4,5 тонов, но это в идеальных условиях. В нашем же случае оттенок поднимается примерно на 3-3,5 уровня. И еще маленький вам нюанс для затравочки, так сказать. У 12 ряда есть альтернативные методы использования красителя. И эти методы в следующем либо через одно видео вы увидите. Могу сказать, что вы будете шокированы. Ну а если вы технолог какого-либо бренда,
Смотрите это видео вот так. Виски наносим в самую последнюю очередь. Сейчас мы выдерживаем 20 минут, и спустя 20 минут мы сделаем легкое донанесение на затылочной зоне. 20 минут прошло, и мы делаем до нанесения. Опять разделяем также вертикальным пробором, но идти будем теперь горизонтальными прядями. Берем горизонтальную прядку и донаносим на наш более теплый участок. Ближе к концам краситель немного растушевываем. На верхних прядях, там где процент седины уже более высокий, распределение по длине мы не делаем. Надеюсь, теперь вы не будете писать, что это блонд с порошком, потому что он у нас единственный без порошка, исключительно на красителе, и конкретно розовый, а не с нежно-розовым оттенком. Холодный розовый блонд. Кстати, напишите в комментариях, пользуетесь ли вы спецблондами, нравится ли вам это, часто ли вы их используете и какие у вас бывают результаты. Ну а также не забывайте про телеграм-канал, там тоже периодически я выкладываю интересные рецепты. Да, маленькие коротенькие видео, но из них тоже есть что почерпнуть. И кстати, к слову о металле. Даже такая крутая компания, как Фромар, использует алюминий. И пусть вас не пугает настолько ярко выраженный розовый оттенок краски, и особенно фиолетовые виски. Мы с этим справимся буквально за несколько секунд. И это будет еще один вам приемчик в копилку ваших лайфхаков по работе с блондом. Ну а пока у нас длятся вторые 20 минут окрашивания, мы все-таки наконец приступим к нашему розыгрышу. Ребят, спасибо вам огромное, потому что 4000 лайков, это мега круто. От меня будет дополнительный приз, но вы поняли, про что я. Про ролик, в котором мы разбирали с вами шампуни по поддержанию холодного оттенка блонд. Работать мы с вами сегодня будем с сервисом Liza On Air. Честно, происходит это со мной впервые. Ссылку мы скопировали, доступ к ней, сказать так, проплатили. И стартуем. Сейчас он отберет из всех комментариев первого нашего победителя, которому достанется первый приз. Это шампунь Ли Стаффорд и кондиционер TRESemmé Татьяна Фабер. Так, прекрасненько. Для себя тоже сделаю фотографию. Татьяна, для вас Ли Стаффорд и TRESemmé. Пишите в директ Инстаграма, в Телеграм, на канале в комментариях. В общем, нам нужно с вами связаться. Приступаем далее. Ну почему тоника, если не тоника? Ну вот потому что вот для меня она тоника, и мне так нравится тоника, в общем. Ну вы поняли, короче, без разницы. Привет вам из жаркого Израиля. Ребят, очень круто, большое спасибо, что смотрите, но вы же понимаете, в Израиле я не смогу отправить вам подарок. Дубль 3. Да вы издеваетесь, мне нужен комментарий, хочу подарок от папы. Вы помните условия? Почему не открывается? Все там открывается. Да елки-палки, я жду комментарий. Хочу подарок от папы. Oh, guys from the foreign countries are watching us. Ребят, это, конечно, очень прикольно. Мы ждем. Есть.
Позитивный фитнес. Это у нас, насколько я помню, была серия Studio от бренда Capus. Позитивный фитнес. Это наш второй победитель. Пользователь с логином Позитивный фитнес. Также пишите в Instagram, в Директ, куда угодно. Нам нужно с вами связаться, чтобы отправить вам подарок. Ну и давайте третий победитель. Ищем. Спасибо. Ну где подарок? Так, нужен комментарий. Хочу подарок от папы. Дальше. Давай дальше. О, Сочи. Привет, Сочи, но есть. Верочка Рысева. Верочка, шампунь и кондиционер от Concept ваши. Ну и поскольку, как я сказал, комментариев было больше, чем я просил, от себя лично я подарю еще один дополнительный приз. Это будет шампунь от бренда Londo Professional, мой любимый шампунь. Это будет 4-й подарок, 4-й победитель. Внеплановый, но обязательный. Прекрасно. Элеонора Грабчак хочет подарок от папы и получает шампунь Londo Professional из серии Light Flex с уходом, восстановлением структуры волос. Разыграли. Жду ваших комментариев с обратной связью, ваших адресов и отправлюсь на почту отправлять всем подарки. А мы идем красить дальше. Суммарное время выдержки составило у нас 50 минут. Нанесение 5 минут, 20 минут выдержки, еще 5 минут до нанесения и еще 20 минут выдержки. Смываем. Да, они безумно розовые, они прям фиолетовые, и это хорошо, и это не страшно. Мы будем с этим работать еще дальше. В данном окрашивании смываем 12 ряд краситель без шампуня, смываем его просто водой, после чего отжимаем волосы и будем наносить тонирующий коктейль. Для данного тонирования мы будем использовать опять микс из разных брендов. Это будут опять же бренды Londo и Vella и Lumina. И будем использовать принцип сохранения оттенка. Если мы использовали 12 ряд 96 направления, то мы берем краситель 1096. Нам нужно больше розовинки. Берем 1065, Сандре фиолетовый, фиолетово-красный. И возьмем бренд Illumina, оттенок 805, натурально красный, то есть тот самый розовый. Розовый через красный, более теплый. Этих холоднее, этот теплее. Почему мы собираем оттенок из двух уровней, 10 и 8? Любой 12 ряд осветляет волосы максимум до 9 уровня. Соответственно, нам нужно получить микс плюс-минус на том же уровне глубины тона. Кстати, касаемо уровня глубины тона. У меня недавно вышло видео про колористику, про тонирующие миксы на безаммиачных красителях, ну а в следующем ролике вы увидите миксы на аммиачных красителях, поэтому не пропустите. Нажмите колокольчик, подпишитесь. Пропорция смешивания. 10-65. Очень светлый блонд, фиолетово-красный, то бишь розовый. 20 грамм. 10,96. Очень светлый блонд Сандре фиолетовый. 20 грамм. Как раз до конца. Отлично. И 8,05 Illumina 10 грамм. Один к 2 на окислителе 1,9%. Я думаю, вы посчитали, да? Что 20 грамм плюс 20 грамм плюс 10 грамм 100 грамм оксида 1,9%. Мешаем и наносим. Вы неоднократно спрашивали, почему я тонирую то на влажные, то на сухие волосы. Принцип очень простой. Когда волосы влажные, краситель распределяется лучше, ровнее, равномернее. Если мы имеем неравномерную структуру или местами по длине более или менее пористые участки, вода, которая находится на волосе, разравнивает, помогает красителю лечь более равномерно и, к тому же, меньше травмирует волосы при нанесении.
Ну да, и работаю я в этот раз в перчатках, потому что краситель мы используем аммиачный. И не смотрите на то, что волосы такие темные. Когда они высохнут, они такими темными не будут. Ну и, конечно, если вы будете красить волосы, точнее тонировать волосы на сухую, работать такими широкими сегментами у вас не получится. Прядь может оказаться не прокрашенной. На влажных волосах распределение происходит намного легче. Мы сделали нанесение, и еще 20 минут смываем и корректируем наши виски. Со всей головы. Целых 5 волосинок, а может 4. 20 минут прошло, смываем. Смываем наш блонд просто водой. Сейчас будем корректировать височные зоны. Итак, для того, чтобы исправить, точнее скорректировать наши виски, мы используем вот такую вот штуку. Это или репигментатор от компании Olin желтого цвета. Берем несколько капель. Добавляем сюда пол-миски воды. И вот этой вот желтой водичкой с помощью кисточки обрабатываем наши виски. Почему происходит такая ситуация? Седые волоски, которые мы имели на висках, не имеют внутри себя пигмента. Мы использовали розово-фиолетовые оттенки красителя. Они и проявились, розовый и фиолетовый на прозрачном. Сейчас мы компенсируем то самое нехватающее, недостающее золото, которое у нас присутствует на других волосках. Нанесли, споласкиваем и видим уже не настолько явно выраженный розовый. Наносим второй раз. Возможно, нужно будет нанести и 3-4 раза. А иногда достаточно, как видите, и 2. Этим приемом вы можете пользоваться и в том случае, когда вы тонируете блондинку, она получается излишне фиолетовая. Сделали еще менее концентрированный раствор, 2-3 капли на полную миску воды, окунули хвост, достали, сполоснули, и он уже не фиолетовый. Ну а теперь шампунь, кондиционер и сушим. Шампунь обычный для окрашенных волос. Некоторые могут сказать, почему я не использовал на височные зоны другой микс с красителями, либо добавить 10-0, либо 12-3, либо 10-3 золота, чтобы нейтрализовать вот эту вот фиолетовую или розовую часть. Ответ очень простой. При вымывании краситель вымывается в чистый фон осветления. Фон осветления у седых волос отсутствует, его нет. В результате смывания красителя, содержащего в себе золото, цвет бы вымылся в более золотистый фон осветления, и виски бы мы получили более желтоватые. А так, нет, розовый уйдет, останется чистый блонд. И не надо пытаться прочесывать мокрые волосы. Рассушите, а потом чешите. Ну вот мы и получили наш результат. Бежевато, розовато, пепельно, перламутровый. В общем, мультитональный блонд, который мы получили в результате окрашивания натуральных волос красителем 12 уровня, спецблондом. И давайте еще разочек разберем, что мы имели и что мы получили в итоге. Шляпная зона, верхняя часть головы, фронтально-теменная зона, а также височные зоны
у нас были с сединой. Там, где у нас есть белоснежные природные прядки, мы получим максимально яркий, светлый и предельно холодный тон. Нижнезатылочная зона была практически без седых волосков, и она, конечно, однозначно теплее, она более бежевая. Но что за счет этого мы можем получить для клиента? Во-первых, эффект окрашивания сплит. Низ темный, верх светлый. Уже неплохо. На фоне более темного верх кажется более светлым. Кроме того, эффект глубины, когда мы имеем более темные волоски внизу и светлые наверху, объем кажется значительно больше. Ну и естественно, это сохранение качества волоса, потому что окрашивание красителем даже с протяжкой его по длине несравнимо с обесцвечиванием. Никогда, запомните, абсолютно никогда вы не получите на седых и на натуральных абсолютно одинакового результата. Это краска, она не дотянет ваши волосы выше 10 уровня тона, даже если вы захотите, даже выше 9 не дотянет. Ее предел это уровень 9,5 в идеальных ситуациях, поэтому здесь мы имеем эффект и растяжки, и эртача, и мелирования, и колорирования, в общем всего, чего хотите. Если у вас есть такие клиенты, предложите им такой тип окрашивания, я думаю, он зайдет на ура. Надеюсь, вы вынесли из этого урока что-то новенькое для себя. Лайк, подписка, колокольчик от вас, но от меня новые видео. До встречи!